Это наш дом в горах Грузии, почти 700 метров над уровнем моря. И иногда по утрам такое чувство, будто живешь в облаках. Мы, молодая семья с двумя маленькими детьми, осознанно выбрали путь непривычной системы и переехали в деревню, чтобы строить жизнь, опираясь на собственные ресурсы. Здесь мы развиваем хозяйство, выращиваем свои продукты и учимся быть максимально самостоятельными. Зачем утеплять дом там, где почти не бывает морозов? И как спасти стены от субтропической влаги? Сегодня мы продолжаем работу над фасадом, а также расскажем, как пришли к такому решению и почему. Но стройка – это не только стены. Наша сортовая ежевика пошла в рост и требует внимания. Поэтому сегодня будем возводить необычные шпалеры из того, что было под рукой. И отметим все вкуснейшими лепешками из домашнего сыра. Устраивайтесь поудобнее, начинаем! А это наша сортовая ремонтантная ежевика, которую подарил нам Коба. Мы ее, кстати, посадили только прошлой осенью, но уже посмотрите, как она рванула в рост. Я думаю, что подкормка из куриной подстилки пришлась ей очень по вкусу. Кусты уже усыпаны бутонами и вот-вот начнут массово зацветать. А еще нужна бы надежная опора. Для этого я начертил шпалеры. Вот как они выглядят на модели. А теперь самое время воплощать проект в жизнь. Ну вот, напилил я столбы для шпалер. Надеюсь, что-то много нагрузил, конечно. Надеюсь, горку заедет. Такой. Да вот надо, наверное, мотоблок попросить. Так, вот разгрузили 5 столбов. Остальное там на дрова, на какие-нибудь подставки для деревьев пойдет. Установил я тут 5 опор. Вот так это выглядит. Вчера вечером промаркировал здесь вот уровень, от которого буду отмерять необходимое расстояние, чтобы установить сначала такие поперечины, а потом вдоль них натянуть
проволоку. Для натяжки буду использовать вот такой вот тросик. У нас остался от стройки. Ну, такой толщины нам не надо, поэтому расплету его на волокна. А сейчас я замешиваю теплоизоляционный клей P40. Кстати, это наш основной состав для армирования фасада после утепления. И мы наконец-то приступаем к оштукатуриванию второй стены, которую уже закрыли слоем ППС в 5 см. Кстати, для тех, кто с нами недавно, поясню, зачем вообще утеплять дом в субтропиках. В Грузии климат специфический, и местные блоки, из которых построены практически все дома в Грузии, включая наш, работают как губка. То есть зимой и в сезон дождей они активно впитывают влагу, и это постепенно разрушает конструкцию и приносит в дом влагу и плесень. Поэтому для нас этот слой ППС прежде всего гидробарьер, который держит стены сухими. Ну и конечно, как приятный бонус, это экономия на газе, так как сухой дом прогревается в разы быстрее. Первую стену мы уже вывели на черновую, а теперь наша цель полностью закрыть вторую.
Да, вон град пошел. В середине апреля. Вот вам и солнечная Грузия. Ну да, такой холодной весны у нас не было еще ни разу. Поближе нужно. Нормально. Не нормально. Вот основной помощник. Кузя, это тебе дорожку постелили? Да? Для тебя? Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. It all seems so harmless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Такой тросик получился. А это я буду повязывать.
Так, сегодня буду тоже доделывать шпалеру для ежевики. Вот так вот поживает наша первая. Вот сейчас еще нужно сделать две, Дима, сегодня. Вот здесь вот одну и вот там вот. Бамбук на солнце. А, я тоже думал, что это такое. Тима, помнишь, как он бегал, когда маленький был? Он вообще не снимал. Не понял, камни, не камни. Там такие палки были, помнишь? А потому что он нужно палки, камни, везде бегал, не снимал. Привыкает. Раз, два, три. Вот так вот получилось. Я считаю, неплохо. 3 уровня. Да, подвязки, так сказать. А вот этот второй ряд, другой сорт. А это тут вообще без шипов. Такие тоже мощные кусты такие. Вот здесь вот уже и даже ягодка есть. Вот такой помоложе куст, но тоже хорошо себя чувствует. Побеги прям растут с каждым днем, можно заметить. Вот только вчера подходил, он еще не дотягивался.
до вот этого тросика, до моего. А сейчас видно вот уже за него. Все, остается мне еще малину подвязать. У нас 2 куста там есть. И виноград. Надо будет для них тоже расплести тросики и сделать. Все одним разом, ничего на потом не оставлять. Так, малину я тоже подвязал. Сделал 2 уровня. Думаю, пока будет достаточно, потому как она не такая большая, должна вырасти, как ежевика. Но если что, у меня вот у столба есть запас. Можно будет продлить и здесь, и там. Вот, делал по лазеру, по уровню. То есть тут видно, что уклон к дороге такой сильный. Мне кажется, так будет лучше, чем с уклоном делать. Вот этот кустик уже достаточно хорошо подрос. Вот эти боковые побеги как пойдут, можно будет их прижать сюда, подвязать, чтобы они не болтались. Ну а второй кустик у меня, конечно, совсем маленький. Вот, но ничего, подрастет. Сейчас у нас тепло пошло. Надо будет им тоже тут травку регулярно косить. И по возможности будем, конечно, подсаживать, потому как для 2 кустов малины, наверное, будет многовато места. Наверное, еще пару кустов точно влезут крупных. Если приживется, если хорошо будет расти, я думаю, можно так продолжать дальше вдоль дороги. Вот такую вот малинную грядочку. Мне еще нравятся вот эти подвязки тросиком, потому как очень удобно их натягивать. То есть достаточно просто вот замотать вокруг троса, и все, и он никуда не девается. То есть не надо ни за что крепить, там зажимать плоскогубцами. То есть можно всегда подойти, его расслабить, еще подтянуть, если там столб накренился, еще что-то произошло. Или также удобно перевязать, развязать. Поэтому тросиком очень удобный вариант. Плюс он натянут вот как струна. Очень хорошо держится.
Так, ну вот оштукатурила вторую стену. 2 окошка сделала откосы, так как там новые у нас окна вставлены. И еще у нас остались на этой стене старые деревянные окна. Там уже откосы будем делать, когда окна вставим. Хотелось бы это, конечно, побыстрее, потому что между откосами может попадать вода. В идеале тоже их зашить. Ну и следующим этапом здесь будем делать отмостку. Как только мы сделаем отмостку, будем вот этот вот промежуток между ней и стеной заделывать еще пеноплексом и уже штукатурить вот так вот сплошняком. И уже потом будет декоративное еще покрытие идти и покраска. Поэтому нужно будет найти кого-то, кто привезет нам щебень и песок. Это непросто, так как наш подъем не каждый может осилить. Поэтому как только закажем щебень, песок, будем заливать отмостку. Курочки пришли на проверку. Да? Цыпа? Цыпа? По винограду, сказать честно, не все прижились. У меня черенки, которые сажал. Ну вот этот вот здоровенький, пережил зиму. Так, вот здесь вот, не знаю, пока непонятно, но похоже засох. Вот. Ну ладно, мы потом, если что, подсадим. В общем, посмотрим, которые погибли, будем просто подсаживать. Самое главное сейчас сделать подвязки, которые планировал. Здесь я хочу сделать все в одну плоскость, не как с ежевикой. То есть, наверное, будет 3 уровня у меня. Первый где-то 50-70 сантиметров. Сейчас посмотрю наглядно, как это будет выглядеть. И следующие уровни через 30-40 сантиметров. Здесь тоже небольшой склон у меня идет. Наверное, также будем держать горизонт здесь. Подвязывать по нему. Плюс там в какие-то лунки посадили же еще и смородину. Вот здесь смородина, здесь виноград опять. Поэтому тут делаем в одну плоскость. Получается по 3 тросика. Натяну. Тоже по лазеру уже все отметил. Сейчас займемся. Вот так у меня получилось. 3 уровня. Здесь и здесь. Дальше пока продолжать не буду, потому как надо разобраться, где тут виноград, где тут кусты. И, возможно, скомпоновать это все вместе. И уже под отдельные культуры уже делать тогда шпалеры, подвязки.
Она здесь быстро остынет. Какого съедам? Сулугуни, вот можно сметану.